Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты. Надеюсь, видео вам понравится. Вы ставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Но своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности. Я сегодня к вам с новым узорчиком. Узорчик очень легкий. Я вам покажу его, как связать можно из нескольких цветов. У меня еще в запасе, так скажем, несколько моточков есть, да, но под настроение будем их добавлять. Какие будут нам захочется цвета добавить, такие будем добавлять. Не забывайте, что я показываю на определенной пряже, да, вот на какая у меня есть, а вы берете пряжу любую, какую хотите. Вы не обязательно должны брать много цветов, вы можете брать один цвет. Обязательно, единственное, что берите крючок под номер вашей пряжи. Ну, а кого заинтересовала данная пряжа, смотрите, называется она Yarn Art Super Perle. Так, данной палитры у меня еще не было, да, узорчиков. Интересно, посмотрим, как она будет смотреться. Так, что это у нас? Это у нас стопроцентный акрил. Так, в 100 граммах 400 метров. Ниточка не очень как бы толстая, не очень сильно тоненькая. Идем дальше. Цвет пока не забыла, сразу же скажу 248, но на камеру передается темнее. То есть он чуть-чуть посветлее. Такая травка. Не сильно молодая травка, скажем, среднего возраста травка. Идем дальше. Крючок нам советуют 3 миллиметра. То есть для данной пряжи, да, я беру крючок 3 миллиметра, все как положено. Вы берете крючок, который у вас написан на вашей пряже, чтобы у вас все получилось. Итак, ниточки у меня будут дополнения точно такие же, да. Узорчик, кстати, схемку узорчика я сегодня предлагаю. Схемка читабельная, схемка очень простая. Так что ничего замудренного сегодня не будет. Ну что, свяжем? Итак, раппорт нашего сегодняшнего узорчика будет равняться 8 петелек. Я наберу 4 раппорта. Вы набираете сколько вам удобно. И дополнительно еще наберу одну петельку. Получается 32 плюс 1, 33 воздушные петельки. Ну, чтобы узорчик красиво закончился. Итак, все как всегда. В начале петелька фиксации. И при наборе петелек мы ее не считаем. А теперь 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот. Мой будущий образец. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Далее аккуратно отсчитываем от крючка пятую петельку. Внимательно смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. Нырнули в пятую петельку, вытянули ниточку, провязываем по 2 петельки. Получается столбик с накидом. И вот так вот мы ныряем в каждую петельку и провязываем столбик с накидом. И так у нас будет весь ряд. То есть если я набирала, получается, 33 воздушные петельки, то у меня должно получиться 33 столбика с накидом. Вот эти вот первые 3 петельки, да, говорю, каждый узорчик это имитация столбика с накидом. Его тоже считаем как столбик. Раз, два, три, четыре, пять. То есть сейчас я провязала 5 столбиков. Давайте провяжем вместе с вами до конца ряда, да. В конце ряда я вас встречаю. Не сложно? Не сложно. Давайте. Так, смотрите, я провязала свой ряд. В моем случае это зеленая ниточка. В вашем случае может быть любая другая, но я провязала не до конца. Последние 2 петельки я не провязала, потому что я хочу ввести новый цвет. Если вы вяжете одним цветом, то вы просто провязываете дальше, как и есть. Новички, кто не знает, смотрите, мы оставляем 2 петельки столбика и провязываем эти 2 петельки новой ниточкой. Неважно, какой это будет столбик, с накидом, без накида, с 2 накидами, да. Видите, ряд, получается, закончился зеленой ниточкой, но в процесс уже вступила желтенькая ниточка. И далее по узорчику воздушная петелька, так, подтягиваем зеленую ниточку, поворот, и сюда же в этот же столбик, вот в этот же столбик верхушку провязываем столбик без накида. Все, мы уже вяжем желтой ниточкой уверенно. Потом, конечно, когда мы все провяжем, мы будем кончики прятать. Итак, далее что делаем? Накид, пропускаем 3 столбика, раз, два, три, и в 4-й столбик ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем столбик с накидом, раз. Сюда же опять ныряем, провязываем столбик с накидом 2, столбик с накидом 3, все сюда же в один же столбик, 4, 5, 6, 7, 8,
и 9. 9 столбиков с накидом. Вот. Вот такой вот большой получился веерочек. Далее пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й столбик ныряем, провязываем столбик без накида. Все, мы присоединили и начало нашего веерочка, и конец нашего веерочка. Далее идет повторение. Опять накид. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4-й провязываем 9 столбиков с накидом. Раз, сюда же, 2, сюда же, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Пропускаем опять 3 столбика. Раз, два, три. И в 4-й провязываем столбик без накида. Не сложно? Не сложно. И так вы шагаете до конца ряда. Понятно? Давайте еще провяжите веерочки. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот наши веерочки готовы. Такие одуванчики, да? И мы присоединились. Опять пропустили 3 столбика. И в последние, получается, 3 петельки подъема я сделала столбик с накидом. Все, вот так вот ниточку я оставляю, потому что она мне пока не понадобится. Так, переключаюсь я на зеленую. Я же не хочу много кончиков, да, чтобы у меня было. И чтобы я не отрезала ниточку, я переключусь, получается, с этой стороны на зеленую ниточку. Если вы вяжете одним цветом, вы просто продолжаете, как и вяжете. Понятно? То есть без каких-то либо там переключений. Итак, смотрите, вот у меня желтый, да, столбик без накида. Я сюда вот так вот подтягиваю аккуратно ниточку, аккуратно, чтобы не зажулькать край. Видите? Тихонечко, аккуратненько подтянула. Теперь у меня идет 3 петельки подъема. Раз, два, три. Есть. А далее, получается, по узорчику у меня еще 3 петельки воздушные. Раз, два, три. Итого получается 6 воздушных петелек. Далее смотрите внимательно. Получается, я нахожу середину своего веерочка. 9 столбиков, это получается 5-й столбик. Считаем. Раз, два, три, 4, 5. К 5-му столбику я присоединяюсь и провязываю столбик без накида. 3 воздушные петельки. Так, теперь я присоединяюсь к столбику без накида, который был между веерочками, и провязываю сюда столбик с накидом. Угу. Как бы выравниваю, да, краешек мой. Видите? То теперь будет ровный у меня. Были волнами краешек, теперь будет ровный. Опять 3 воздушные петельки. Присоединяюсь к 5-му столбику. Считаем. Раз, два, три, 4, 5. Это как раз середина нашего веерочка. Столбик без накида. 3 воздушные петельки. И присоединяемся вот к нашему столбику без накида и провязываем столбик с накидом. Понятно? Вот. То есть краешек наш выравнивается. Не сложно? Не сложно. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот мы выровняли наш краешек. Так. Но ряд провязала я не до конца. Я хочу здесь присоединить новую ниточку. Если вы не меняете ниточку, вы просто продолжаете вязать дальше. А я, например, захочу розовую. То есть желтую я, видите, уже отстригла, потому что я не хочу продолжать дальше желтенькой. Пусть это будет другая ниточка. Итак, опять 2 оставшиеся петельки столбика провязываем новой ниточкой. Есть. То есть вы уже умеете переключаться на новый цвет. Теперь я вам хочу показать, как можно во время вязания спрятать эту ниточку. Я уже показывала в некоторых видео. Смотрите еще раз. Смотрите, кончик, что мы делаем? Так вот, крест-накрест слева направо. Раз. Видите, как бы запутываем. И провязали, должно быть 3 петельки подъема. Провязываем первую петельку подъема. Дальше кончик опять справа налево перед рабочей ниточкой провернули, видите? И опять сделали вторую воздушную петельку. И точно так же 3-й раз сделали слева направо кончик и 3-ю воздушную петельку. Все. Сейчас мы можем ниточку уже розовенькую подтянуть и можем ее уже даже и отрезать, потому что она уже никуда не денется. Девчата, кто пробовали таким способом, говорят, очень удобно и очень быстро. Так вот, теперь мы, получается, подтянули зеленую ниточку нашу, поворот. И вот теперь смотрите внимательно. Мы будем сейчас работать с вами только по арочкам. Арочки, арочки, арочки. Итак, ныряем, получается. Можем в арочку нырнуть и провязать 3 столбика с накидом. Но я люблю провязывать в петельку, потому что мне кажется так аккуратнее. Если у вас есть возможность, пряжа, крючок, зрение, провязывайте в петельку. Будет чуть помедленнее, но будет очень аккуратно. Раз столбик с накидом. Во вторую петельку 2 столбика с накидом. В 3-ю петельку 3 столбика с накидом. 3 воздушные петельки, 3 столбика. Все понятно. Далее идет столбик без накида. Мы его пропускаем, делаем 1 воздушную петельку и переключаемся в следующую арочку. Опять 3 воздушные петельки.
значит 3 столбика с накидом. То есть не запутаться. Раз, во второй получается петельку столбик с накидом 2 и в третью петельку столбик с накидом 3. Есть. Дальше столбик с накидом. Мы его пропускаем, воздушная петелька, перепрыгнули. И опять следующую арочку. То есть вы идете столбиками с накидом только по арочкам. Смотрите, для сравнения покажу вам, как вы провяжете столбик с накидом, если вы будете провязывать в арочку. Раз столбик с накидом, сюда же в арочку 2 столбик с накидом, сюда же в арочку 3 столбик с накидом. Воздушная петелька и опять перепрыгнули в арочку, да? Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом. Как бы вот для сравнения вам просто посмотрите. Здесь получается у нас в каждую петельку, а здесь у нас в арочку. Я считаю, что в петельку красиво, удобно, как бы более эстетично. Но если у вас нет возможности, да, то не ломайте глаза. Так тоже будет красиво. Потом в процессе самого изделия это будет тоже очень красиво. Угу. Все, давайте. Точно так же. Воздушная петелька, 3 столбика. Воздушная петелька, 3 столбика. И до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наш ряд со столбиками. И как мы заканчиваем? Помните, мы набирали 3 воздушные петельки подъема и 3 петельки по узору, да? Вот 3 петельки мы по узору провязали, а теперь в третью петельку подъема аккуратненько вот так вот ныряем и провязываем последний столбик. Все, то есть мы закончили точно так же, как мы и начали. Угу. А дальше мы провязываем ряд точно так же, как желтые веерочки. Точно так же. Воздушная петелька, поворот этим же цветом. Сюда же столбик без накида. Так, смотрите, делаем, получается, накид. И вот наша, где арочка была, вот в эту арочку мы проваливаемся и провязываем 9 столбиков с накидом. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Угу. Далее в следующую арочку, получается, мы присоединяемся. Столбик без накида. Видите, у нас розовые, получается, веерочки, точно такие же, как желтые веерочки. И опять также накид. Следующая арочка, это наш веерочек. Так. Следующая арочка, это мы присоединяем веерочек. Не сложно? Не сложно. Все, повторяем точно так же, как желтый ряд. Будет красота. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот, мои веерочки готовы. И далее, как заканчиваем ряд? Точно так же получается столбиком без накида. То есть вот в четвертый, видите, у нас было раз, два, три, да, столбика и последний четвертый. Вот, получается, в этот столбик я ныряю, вытягиваю ниточку, и я хочу вернуться обратно к зеленой ниточке. То есть вы можете возвращаться, можете не возвращаться, но я сделаю вот так вот, видите. Опять переключилась на зеленую, но сильно зеленую не тяну, то край зажулькаю, будет некрасиво. Аккуратненько, тихонечко, вот так вдоль ряда протянула. Все, идем дальше, получается 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И мы здесь по узорчику делаем, помните, да, еще 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Получается 6 воздушных петелек. И теперь вспоминайте, мы считаем, получается, 5-й столбик. Веерочек из 9 столбиков, считаем 5. Раз, два, 3, 4, 5. Присоединяемся к верхушке 5-го, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. И присоединяемся вот к столбику без накида, который был между веерочками, и провязываем столбик с накидом. То есть мы опять выравниваем краешек. 3 воздушные петельки. Опять присоединяемся к 5-му столбику веерочка. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Присоединились, провязали столбик без накида. 1, 2, 3 воздушные петельки. К столбику без накида присоединяемся, провязываем столбик с накидом. Во, понятно? То есть у нас повторяется предыдущий, получается, наш ряд зеленый. Угу. Вот, и если внимательно посмотрите, то дальше по схемке посмотрите, по узорчику. То есть вы заканчиваете ряд, как вот я буду заканчивать зеленой ниточкой, да, а потом я буду провязывать все вот эти арочки по 3 столбика, вот как розовым делала, так. Потом возвращаюсь веерочками, потом у меня будет опять зеленые арочки, столбики, веерочки, зеленые арочки, столбики, веерочки и так далее, и так далее. Вот, необычно, но просто. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Получится очень красиво. У вас, возможно, это одноцветные будет, у меня разноцветные, но
Посмотрим. Договорились? Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Решила все рядочки сделать разным цветом, да, чтобы посмотреть, как будет смотреться с темно-зеленым. Вместо темно-зеленого можно использовать и светлые, да, ниточки. И можно использовать, например, черный, коричневый, темно-синий. Очень смотрится классно на контрасте с цветными ниточками. Можете делать одним цветом, можете сделать, как я, разными цветами. Можете вообще каждый ряд сделать разными цветами на ваше усмотрение. В любом случае будет интересно в копилочку ваших узорчиков. Вот так тянется. Так. И вот так вот в высоту, получается, тянется. Конечно, вы можете изделие сделать и вот так вот. У вас будут полосочки вот такие вот вертикальные. Можете так сделать. У вас будут полосочки горизонтальные на ваше усмотрение. Если палантинчик, добавляйте дополнительно столбики. Да, то есть это 5, 7, 10 столбиков. У вас будет точно такой же каемочка, да, как получается снизу и как сверху. Смотрите, как удобно заканчивается. Да, точно так же, как и начинается. Провязали, выровняли рядочек, провязали столбиками, и все, изделие закончено. Здорово, здорово. Ниточки берите любые. Берите толстые, берите тонкие, вяжите зимние вещи, вяжите летние вещи. В любом случае, это будет очень интересное дополнение в копилочку ваших узорчиков. Давайте замерим. Я, получается, набирала здесь 33 воздушные петельки. Если это же пряжа, этот же крючок, это же плотность вязания, ну, допустим, да, то вот, смотрите, это ну, вот 14,5 сантиметров. А тут, получается, сколько у нас цветочков? Раз, два, три, потом 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Угу. Так, сколько же это будет сантиметров? Это 16. Ну, каждый ряд получается по сантиметру. Вообще здорово, несложно. Угу. Угу. Итак, надеюсь, узорчик вам понравился. Узорчик, видите, двусторонний. Что та сторона, что другая сторона. Одинаково красивые. Надеюсь, узорчик понравился. Не забывайте ставить свои лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками. Сохраняйте себе в плейлисты. Плюсик внизу, да, под видео справа. И посмотрите в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.